Добрый день! Я рад снова приветствовать всех людей Дхармы. Я счастлив записать для вас очередное видео. Благодарю за активность. И ко мне приходят вопросы. И говорят, что надо начинать с самого начала. Многие воспринимают мой этот курс о мистике от А до Я как способ именно начать знакомство с мистикой. Так как я считаю мистику очень точной наукой, поэтому мне хочется, чтобы вы могли с самого начала, с самых азов постигать это учение именно как науку, лишенную всевозможных инсинуаций, профанаций, чтобы она вам была интересна, чтобы это было ваше путешествие именно в мир практики, в мир постижений, в мир новых откровений. И это не было связано с какими-то мистификациями, с какими-то тайнами, недосказанностью. То есть мы максимально будем озвучивать то, что можно озвучить, а то, что нельзя озвучить, передать в словах, вы сможете проверить на практике и убедиться в том, что все указатели, они правильные, но не все являются достаточными. Я хочу, чтобы вы понимали, что все равно любое учение – это карта пути, а по пути придется идти вам самим и проверять все на собственном опыте. Ни в коем случае учение не должно подменять вашу практику, ваш путь. Это учение проживания, это учение опыта, а не учение каких-то теорий. Теоретически вам дают воззрение. Воззрение – это описание теми, кто прошел. Описание, карта. Но проверять нужно вам самим. И поверьте, нет большей радости, как узнать, что описания были неточны. Потому что мистика все же такая дисциплина, где язык не в состоянии передать всю глубину опыта. Я вам говорил уже, что, например, любовь является первым духовным мистическим опытом. Переживание любви. И как же сложно передать это словами, сколько книг написано о любви, но пока вы не испытали это переживание, пока вы не погрузились в это, вам ничего эти слова не говорят. Поэтому будем проверять, будем двигаться вместе. И моя задача поддержать вас в вашей практике и дать вам достоверные, четкие указатели. Поэтому сегодня я, наверное, вернусь к самому началу и отвечу на те вопросы, которые мне приходят. Что же такое мистика и зачем она нам необходима как дисциплина? Вы знаете, вот со времен Будды ничего не изменилось. Речь идет, конечно же, о избавлении от страдания. И, по сути, самыми простыми словами, мистика – это та наука, которая отвечает на вопрос, почему я страдаю? Почему страдание все еще здесь? Несмотря на то, что было много учителей, много мастеров, страдания продолжают сопутствовать жизни человека. С позитивной стороны можно сказать, почему я несчастлив. Многие учителя говорят, счастье – моя истинная природа. Почему я не могу позволить себе быть счастливым? Это коротко, о чем эта дисциплина. Будда тоже говорил, жизнь – это страдание и есть путь избавления от страданий. У него был 8-ричный путь, где он расписывал те шаги, которые необходимо сделать для преодоления страдания. Ничего не изменилось, все то же самое. Теперь для кого эта дисциплина, для кого это учение? Здесь, наверное, главное – это
запрос на избавление от страдания. Кроме того, есть так называемая иллюзия избавления от страданий через объектный мир. Вот первое, что люди пытаются сделать, это достичь счастья и избавиться от страдания через объективный мир. Ну, то есть вы понимаете, да, в нашем мире это стать успешным, богатым, достичь каких-то высот и так далее. То есть, ну, как обычно, деньги, власть, отношения и так далее. То есть то, где мы ищем вот это счастье. И есть глубокое разочарование от этих объектных способов достижения счастья. Каждый, конечно, должен это проверить на своем опыте. Кто-то проверил, наверное, как шутят, в прошлой жизни, поэтому есть достаточно молодых людей, которые достаточно рано начинают мистический путь и особо не заморачиваются достижением социальных благ и так далее. Но мой путь был иным. Я достаточно поздно пришел в мистику, а до этого я старался преодолеть страдания и добиться счастья через все вышеперечисленные способы. И когда вы понимаете, что это навряд ли станет успешным, вы начинаете искать. Так вы становитесь ищущим, вы становитесь тем, кто пытается преодолеть страдания, изучая древние учения, знакомясь с мастерами и теми, кто ищет этот путь внутри себя. Вот этот разворот внутрь, поверьте, это об этом. Это не о том, что вы куда-то должны развернуться, там, исследовать какие-то вещи. Это просто вы осознаете, когда вы становитесь настоящим мистиком, когда вы становитесь настоящим ищущим, когда вы осознаете, поиск вовне не приносит избавления от страданий и не ведет к счастью. То есть, еще раз повторю, это может случиться в результате глубокого разочарования, когда вы в этой жизни все это попробовали, но это не догма. У некоторых прямо в глубине их сознания прописана абсурдность этого направления. Не знаю, как они попробовали это, но я убежден, и это не пустые слова, когда молодые люди осознают, что они не найдут это в миру, они не найдут это счастье среди объектов. Поэтому я не склонен отправлять всех в мир, всем пытаться навязать какое-то семейное счастье. Я принимаю людей такими, как они есть, и я вижу, что многие молодые люди сегодня современные осознают бесперспективность этого поиска среди объектов. Дальше я бы хотел, какие пути изначально вот предлагает мистика. Изначально вам предлагается просто быть внимательным. Просто быть внимательным. Вот это вот через все ваше путешествие пройдет вот это направление. Будь осознан, будь внимателен, будь бдителен. Развивай внимание, развивай осознанность. О чем это? Это о том, что главным инструментом всего духовного пути является осознанность, внимание. У нас нету возможности использовать какие-то другие инструменты. Вся мистика – это работа с вниманием. И первое, что вам следует сделать, это быть внимательным к своим мыслям. Научиться осознавать мысли. Научиться осознавать вот это движение внимания в мышление, в воображение. И вот это очень важный этап, когда вы начинаете быть бдительными. Вы бдительны, внимательны к своим мыслям.
это как раз начало. Начало – это внимание, которое направлено на само мышление. Потому что первым пунктом идет это освобождение от ума, который приносит страдания. Так получилось, что мало кто в современном мире уже живет здесь. Это то же самое, что мы оторвались от непосредственного опыта. Мы полностью завязли в этом болоте концептуализации, мышления, додумывания, фантазирования. Сегодня еще виртуальный мир нам в помощь, и мы просто не вылазим из мышления. И вот это застрявшее внимание, оно не просто так там застряло. Оно застряло там, потому что там живет наш образ. То есть образ себя, в который мы верим, и который мы продвигаем, и который мы обслуживаем, и он живет в нашем мышлении. И вот умение различать этот образ, умение понять, что происходит постоянное погружение в воображение, это начало. Далее мы начинаем практиковать, например, вывод внимания в непосредственный опыт. В видео, где я описываю различные виды опыта, я остановился как раз на том, что вывод внимания в непосредственный опыт является тоже краеугольным камнем всех мистических учений. Не пройдя этот путь и не выполнив этот пункт, вы не сможете различать, где включается воображение и начинается чувственный ответ, а где вы находитесь в непосредственном опыте. То есть вы будете выдавать воображаемое за мистический опыт. Поэтому здесь вот этим важнейшим рубиконом является безусильное пребывание в непосредственном опыте. Поэтому следующей практикой, которую вам дадут, это будет обязательно осознание непосредственного опыта. Это могут быть и ощущения, и чувства, и наблюдение за дыханием. Это может быть созерцание внешних объектов. Но важно то, что это проходит через ваши органы чувств прямо сейчас. Вы не разворачиваете ментальное время, не разворачиваете истории. Вы проживаете текущий опыт, прямой опыт. Вот на этом я бы хотел сегодня остановиться и пригласить всех начинающих на наш канал и предложить им полное учение о мистике от А до Я. Вот так я назвал этот плейлист. Сюда я буду добавлять видео, буду отвечать на ваши вопросы. И я действительно хочу, чтобы мистическое учение заняло нишу среди таких вот продвинутых учений, чтобы оно и в русскоязычной среде обрело целостность, завершенность, красоту, чтобы оно не было полем для профанаций, додумываний, мистификаций и всевозможных спекуляций, которые отворачивают людей пути от того, что может дать им счастье и избавление от страданий. Спасибо вам и, как обычно, минуточку для самых продвинутых.